Всем доброй ночи, друзья мои. Хочу вам показать еще один ритуал возмездия. Но этот ритуал для практиков, как и все те ритуалы возмездия, которые я последние дни показываю. Это я к тому, чтобы я каждый раз не повторяла. Если рядом не написано «для всех», значит, это не для всех. Тем более, если я в ролике предупреждаю о том, что это ритуалы, которые могут делать только практики. Я уже вам говорила и повторяю, что ведьма слишком разумное создание. И ведьма никогда не делает ничего просто так. Ведьму нужно довести до такой степени, чтобы она взяла в руки свое оружие, а именно порчу. Это порча на тяжкую жизнь. Издревле практиковали порчу с камнем. Давить камнем, перекидывать через камень. Много различных вариантов. Что дает подобная порча? Значит, вам нужен или вольт человека, или фотография человека. 6 восковых свечей, черная материя, куда вы потом в конце, собственно говоря, вот таким образом соберете и закроете вместе с камнем фотографию и уберете подальше. Такая порча приводит либо к потере работы, либо к потере прибыли. Если есть партнеры, они отворачиваются. Если есть заказы, они останавливаются. На человека наваливается вся тяжесть мироздания просто. Тысячи проблем, тысячи забот. То машина заглохла, то чуть в аварию не попал, то кто-то дома заболел, последние деньги пришлось отдать, то должны были вернуть долг, не вернули, обманули, то у родственников что-то случилось, попросили деньги. Одним словом, постоянная забота и тяжесть, словно над ним просто лежит камень. Меня спрашивают, а возможно ли, чтобы кто-нибудь из сильных практиков снял ваши работы? Таких сильных практиков я не вижу на горизонте. Больше всего ряженые клоуны, орущие о том, что они колдуны и прочие, истерично бьющие себя в грудь, но не имеющие даже элементарной свечи нормальной дома. Либо те, кто меня копирует, ставя у себя на алтарях фортуну, гекату, копирует мои выражения и тем самым пытается выдать себя за ведьм. Ведьма с ведьмой никогда не воюет. Запомните это. Ведьма ведьму видит за версту, и каждый из них живет своей жизнью, работает, у каждого из них сфера своей деятельности. Вселенная настолько мудра, что двух ведьм не располагает на одной территории даже. Сильные ведьмы, они разбросаны буквально, знаете, на такие расстояния друг от друга, потому что они очень ревностно относятся к своему труду. Они даже в одном городе ужиться не смогут, потому что у одной один тип работы, у другой совсем другая. Магия, она неоднозначна, и в магии главный результат, главное правильное логическое объяснение, подбор сильных ключей, а дальше уже дело каждого, вольное дело каждого, как использовать эти знания. То есть нет такого определенного правила, по которому надо вот так сидеть и говорить, это не так, а это вот должно вот так быть. Может быть по-разному. Можно пойти на кладбище, скажем так, скинуть болезнь с человека. Можно эту болезнь скинуть дома, можно эту болезнь скинуть на перекрестке. Вариантов различных много.
смотря какой ты используешь. То же самое здесь. Поэтому ведьма с ведьмой не воюет. И, естественно, ведьма, видя такую сильную работу, снимать не станет. Если человек пойдет к другой ведьме, как вы говорите, к сильному практику, и если это действительно практик, то этот практик скажет следующее. Зачем вы этого человека задевали? Я снимать не буду. Идите, извинитесь. Так и делается. Один раз в моей жизни был такой случай, когда обидели шаманку. Действительно обидели ее, и она наслала что-то. Ее сейчас нету в живых. Она жила в Бурятии. И ко мне пришли эти люди и сказали, что сын вот пьяный, поехал к друзьям туда. Оказывается, эта женщина была сильная. Она всего лишь вышла на балкон, сказала: ребят, не шумите, пожалуйста, я себя плохо чувствую и не спала ночью. Они ее там покрыли матом, ты старая такая-то и прочие, прочие последние слова. Особенно перестарался и выделился ее сын. И она повернулась, просто плюнула в его сторону, что-то нашептала и зашла домой. И после этого у него начались головные боли, жуткое состояние. Она передала свое состояние ему, потому что такие люди, они действительно иногда берут чужую боль, через себя фильтруют, им нужен отдых. Вот поиздевались над ней, не зная, кто она, и получили по башке. Вот когда они пришли ко мне это снимать, мы потом интересовались, оказывается, она такая известная шаманка, мы вот там и не знаем, что делать. Я говорю: а вы извинились перед этим человеком? Ой, а что там, а вы можете снять? Я говорю: я не буду снимать ничего, пока вы не пойдете, не извинитесь перед ней. Они пошли, перед ней извинились, и она сказала: вот молодец, что она не тронула, иначе я бы потом с ней поговорила по-другому. Она сказала про меня. Так вот, на ваш вопрос отвечаю. Может ли сильный практик снять такое? Если это практик, если это сильный практик, ни один сильный практик за такое не возьмется вообще, иначе сила и этого практика накажет. Потому что если он практик, он увидит, что здесь действительно достойная месть и не возьмется за это. Этот практик скажет следующее: извинитесь. Я помогать не буду, пока вы не извинитесь. Понимаете, что скажет? У меня была женщина, которая пришла ко мне за помощью, и я ей поставила очень сильную защиту после работы, потому что у нее действительно были такие не очень хорошие вещи происходили. Родители жили в Казахстане. И она поехала в Казахстан, и та, которая обычно, знаете как, есть те, которые могут видеть, но у них черная энергетика. То есть это люди, которые не то что практикующие, они берут силу своих предков, у них есть эта сила, но им не дано ничего делать. Добрых поступков они делать не могут. Они могут это использовать только во зло. Такие есть. И они не практики. Они просто люди, у которых вот эта сила жрет, и они не понимают, что с ним делать. Они принять его тоже не могут. Если бы они были чуть подобрее душой, может, направили бы в хорошее русло, для себя бы использовали и поднялись в этой жизни. Имею в виду вот в бытовой магии. Но они этого не делают. Они предпочитают кому-то навредить. Так вот, они слышат, что вот с России они приехали, значит, там деньги есть, привезли и так далее. Приходят каждый раз, что-то начитывает, крадник делает, одним словом. После этого, после того, как она в Казахстане бывает, у родителей возвращается ей хреново. И вот когда я это сделала, она мне рассказывает, вот она пришла, встала и не может зайти. И на меня смотрит так из-под лба и говорит: ну-ка скажи мне, кто это тебе сделал? Она говорит, я с улыбкой иронической говорю: ну, девушка молодая. Не надо врать, молодая так не умеет. Кто тебе это сделал? Признайся. То есть она почувствовала это, понимаете? Так вот. Ну вот мне дали знать, что меня тоже кто-то слышит. Так вот, дорогие друзья, а вдруг кто-нибудь сильный практик снимет, и все будет плохо, и вернется вам обратно? Значит так, сильные практики делают работу так, что никто снять не в состоянии. А если один практик видит работу другого практика, он понимает, что просто так такие посылы не делаются, просто так не мстят, просто так жестоко не мстят, понимаете? И поэтому
сразу же первая мысль практика, если он настоящий. Извинитесь, вы сделали что-то грязное, и вам за это мстят. Пока вы не попросите прощения и не исправите все, что сделали, я вам помогать не буду, говорит практик. И напоследок скажу. Женщина, которая мне призналась, что она с подругой отнесла мои фотографии к какому-то деду. Я ей отказала, она обиделась, и она сказала: ну, вы знаете, моя подруга предлагала на вас что-то навести, а я сказала просто: давай этому деду покажем фотографию, спросим, она вообще имеет силу или нет. Я говорю: Люда, не тренди, ты сама хотела это мне навести, вот не надо врать. Пришла извиниться, хотя бы говори правду. Ой, вот да, вот вы видите все. Я говорю: так тут даже ясновидящим быть не надо. Зачем подруге это говорить? Подруга могла посоветовать этого деда, но ты хотела это сделать. И что дальше? И вот они принесли этому деду фотографию. Дед сказал: пошли нахер отсюда, выгнал их. Я еще жить хочу, сказал дед, после того, как увидел мою фотографию. Итак, практик чувствует практика и знает, по какой причине может человек, практикующий, пойти на такой шаг. А если человек, практикующий, пошел на такой шаг, значит, его довели. А значит, он против этого практика не пойдет и не будет это снимать. Так что и не мечтайте, что какой-нибудь практик будет это снимать. Те, которые ищут мансура, чернокнижие, листать будут, смотреть в поте лица, чтобы это снять, я вас уверяю, вы там не найдете ничего такого, что вам даст возможность это все убрать. Ну, ничего вы не найдете. Я понимаю, обуянный страхом, уже в панике мечетесь. Ну, а как вы хотели? Вам же было сказано. Итак, поскольку данная баба зависит от своего мужа, и более никак, и все ее пропитание и проживание, все, что есть, это работа мужа, так мы сделаем так. Отрежем кормильцу, не яйца, а средства для зарабатывания денег. И тогда, когда тяжесть жизненная навалится на его плечи, и он каждый день будет какую-то проблему решать, а может быть и лишиться работы, и такое реально. По-разному работает порча, понимаете? Он может иногда превзойти все твои ожидания, а может иногда сделать столько, сколько сказано. По-разному, смотря какая энергетика у человека. Если в этот момент, слабый момент долбануть, то сразу же пойдет удар. А может быть, начнет с малого. Головные боли, нет настроения, сексуальность упала, усталость, злость, раздражительность, как будто его выпивают, у него нет жизненной силы. А потом, естественно, когда эта тяжесть наваливается, естественно, человек не может спокойно работать, естественно, он может потерять работу, он может клиентов потерять, смотря где он, в какой сфере работает. Естественно, это будет происходить. Только одно но в этой порче. Как только этот камень будет снят с фотографии, порча перестанет действовать. Но те последствия, которые случились за то время, пока он был без сил, пока он никакой был абсолютно, вот эти последствия, они, конечно же, дадут о себе знать. То есть на то время он просто столько всего потеряет, что наверстать ему годами, если он вообще встанет с колен. Но чтобы уж наверняка, не надо этот камень снимать. Вы начитали, подождали, пока свечи догорят, камень оставили до следующего дня, если у вас в доме никто не ходит и не трогает ваши вещи и ритуальные, тем более. На следующий день берете, красивенько так упаковываете вот это вот в эту черную материю. Вот так собираете и очень плотно завязывайте так, чтобы он прям с фотографией и был. И прячьте куда-нибудь. Он от проблем не сможет избавиться. Никакие бабки, детки, никакие дуры, которые покупают в интернете книги, чтобы что-нибудь да посмотреть, почитать, не смогут его отчитать. Для того, чтобы такие вещи отчитывать, тем более, когда, знаете, это тот же самый подклад, только у тебя дома лежит, но это точно такой же подклад, один на другом лежит просто, и ты не можешь это убрать.
Ладно, если это наведено, где-то закопано, ты можешь пойти через то же кладбище снять, якобы, если в тебе сила дана. Еще раз говорю, не все снимут это. Но здесь вот таких вот работ прелесть в том, что очень тяжело это снять. Это нереально. А если даже ты этот камень уберешь, человек уже будет настолько обессиленный, что снимай, не снимай, он работу потерял, деньги потерял, здоровье потерял. И все такое. Ему надо просто встать с колен лет 40. Итак, читаем 6 раз. Временами можно достать, открыть, но постарайтесь так, чтобы камень не пошатнулся. А пошатнется и фиг с ним. Снова поставите. Снова 6 свечей черных восковых. Снова начитали. Свечи просто после относите под дерево, откупаете 6 монетами. Стандартный откуп. Вот и все. Мне иногда говорят, а если свечи до конца догорели? До конца догорели, просто отнесите монеты. Хотя в этом случае вам это знать не надо. Это же не для простых людей. Начнем, пожалуй. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит. Кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее. Лепкие и цепкие, камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, неосильную ярь, непосильный груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так. Истинно. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит. Кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее. Лепкие и цепкие, камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, непосильную ярь, неосильный груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит. Кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее. Лепкие и цепкие, камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, неосильную ярь, непосильный груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так, истинно заклято. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит, кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее. Лепкие и цепкие, камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, неосильную ярь, непосильный груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе
тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя душа мне принадлежит. Сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так. Ничего страшного. Оговорка неплохая была. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит, кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее, лепкие и цепкие. Камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, неосильную ярь, непосильный груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так, истинно. За черными горами, за черными долинами есть чертова гора. На вершине горы черный огонь горит, кости кипят, криком кричат. Да проклинают врага моего во 100 крат. С черного огня камень родился, и алатырем назвался. Алатырь камень тяжелый, а слова мои еще тяжелее. Лепкие и цепкие, камню мощь дана, а мне сила дарована. Возлагаю я на плечи твои тяжесть тягучую, неосильную ярь, непосильную груз. Под этим грузом прогибайся, радости жизни лишайся. Кому легота, кому широта, а тебе тяжесть и тягота. Пока камень на тебе лежит, твоя сила жизни мне принадлежит. Темной силой заклинаю, слово в дело обращаю, тебя под камень на цепь сажаю. Да будет так, истинно. На вопрос, а возьмет кто-нибудь и сделает ваши ритуалы против вас, отвечаю, ребенок против родителя не идет. Моя работа против меня не пойдет. На вопрос, а что, если вам сделают порчу? Пускай делают. Никогда в жизни никакая порча до меня не долетит. Уже делали миллион раз. Я даже не напрягаюсь и об этом не думаю. Мне смешно даже думать об этом. Их порчи единственное, что могут вызвать, это я могу почесать голову лишний раз. И весь эффект от этих порч. Родовым ведьмам невозможно, нереально делать порчи. Их детям в том числе. Это невозможно. Не дадут силы, не будут подчиняться. У таких людей, как я, огромная рать за спиной. Порча что такое? Это наслать духа, который прилепится к человеку и начинает высасывать его энергию, жизненную силу, в конце концов приводит его к краху. Так вот, когда приходят эти силы до тебя, они сталкиваются с такой стеной, с такой огромной армией, что ни одна сущность, бедная, несчастная, призванная такими людьми, не доберется до тебя, когда у тебя такие стражники. Сущности, знаете, чем сильнее ты, тем сильнее сущности тебе подчиняются. Таким колдушкам могут подчиниться просто самые низменные сущности. И то для того, чтобы иметь свою выгоду. То есть с желанием прийти, прицепиться к кому-либо, куда отправили, и высасывать жизненную силу и энергию. Но когда они подходят и видят, с кем имеют дело, когда они видят вековых духов, извиняюсь за выражение, если уж на языке человеческом, то они могут просто обосраться от этого зрелища и никогда в жизни больше не подходить к этому человеку. Если у тебя за спиной сила, сила рода, сила, которая тебе дана, если у тебя за спиной те наставники, которые тебя когда-то чему-то научили, потом ушли и после смерти охраняют тебя, если у тебя за спиной сила тех людей, которые после смерти явились к своим потомкам и приказали буквально свои книги, атрибуты мне передать, если за твоей спиной такая рать, ни один сраный, извиняюсь за выражение, колдун не сможет тебе что-либо нанести. И навести в том числе. Так что на этот вопрос, а вдруг вам сделают, да без проблем. Я даже специально шляпу куплю. Если у них что-нибудь получится, я шляпу сниму перед ними. Но я боюсь, что у них такого шанса нет. Никогда не будет.
Меня силы могут наказать только тогда, когда я перестану им служить. А поскольку я всецело предана им, и служить буду не только до своей смерти, но еще и после, и они это знают, то, естественно, я была, есть и буду под их защитой всегда и вечно, и присно. Так что и не мечтайте. А что касается этого бедного мужика, согнувшимися пальцами, вот, ну, повезло тебе, мужик, очень, в кавычках, с сегодняшнего дня. Будем усиливать и усиливать и усиливать. И усиливать. До того момента, пока по миру не пустим, не разорим и не растопчем. Почему? А потому что заслужили. Вот почему. Незаслуженно никогда в жизни свою энергию и время я тратить не буду. Абы на кого. Великая честь вам, что я это делаю на вас. Реально великая для вас честь, что я на каких-то козявок букашек обратила внимание. Но я считаю, что иногда и букашек надо прихлопнуть, чтобы они просто свою воню не мешали людям жить. Всем удачи и всех благ.